Так, всем здрасте. Надеюсь, меня слышно. Сейчас проверим. О, звук есть, слышу. Шик. Всем еще раз здрасте. Продолжаем стримить Genshin. Проходить ивент, который там скоро закончится. С битвой грибов. Надо бы добить его уже. Так, как обычно, сначала берем всякие награды и вот это вот все. Здесь осталось 4 дня. Что? А что не так? Я же все забрал. Архив. Ладно. Вот здесь я не прокачивал. Наверное, тоже надо докачать. Хотя технически мне нужно. Потому что я там могу все купить. И без этого. Здесь. А вот здесь. Здесь, да, здесь нужно все. Прогонять. Да, еще защита тут много. Прогресс турнира. Надо, я так понимаю, нам... дождаться следующего утра. Но мы, наверное, сначала пройдем ежедневные классики. Как говорится, корни истока нужны всегда. Как мы молиться будем? В церкви всегда нужны подношения. Неважно какой. Неважно в каком формате. Найдите источник грохота. Любопытно. Еще не это. Это этот со своим бездонным желудком. Помню такую миссию, помню. Вот. Понял. Так. Привет, ты не урчание. Ах, это опять мой живот. Я говорю, ты не мог бы мне помочь мне? Громко урчание. Что ты говоришь? Эх, каждый раз, когда я голоден, как сейчас, мой живот очень громко урчит. И я даже не слышу, что говорю. Хотя, урчание. Я и ходил в хижину, Бубу. Доктор сказал, что это от голода, и я не болен, а значит нет лекарства от урчания. Доктор сказал, что мне просто нужно хорошо питаться, но у меня повышенный аппетит, и я ем больше, чем другие урчания. Если я буду есть досыта, то проем все свои деньги. Дзяи сказала мне, если я не наедаюсь полноценным обедом, то после обеда мне нужно поесть еще что-нибудь, чтобы голод не влиял на работу. Но это что-нибудь, это большой список того, что я хочу съесть. Но я не знаю, чем из этого легче всего наесться. Путешественник, у тебя богатый опыт. Может, ты знаешь, чем легче набить живот? Может, ты сможешь помочь мне выбрать самое вкусное питательное блюдо из моего списка? Что бы ты хотел поесть в этот раз? Я много что хочу съесть. Дай-ка подумать. Я очень хочу попробовать вареного черного окуня. Я слышал, манштатские блюда неплохи. Например, куриный шашлычок с грибами, блинчики к чаю. Пожалуйста, просто выбери блюдо, которым можно легко наесться. Если я поем, мой живот наконец перестанет урчать целый день. Найдите блюдо, которое можно будет накормить и чайня. А я могу просто подойти и выдать ему. Ты нашел самое питательное блюдо? Вот она. Превосходно, дай мне ее попробовать. И у меня, оказывается, ничего нет. Там можно шашлычок приготовить. Кухня. Мне нужна кухня. Лавка открыта. Кухня.
Так, я помню, кухня была где-то вот тут рядом. Надо накормить бедолагу. Оп. Шашлычок, да, надо ему? Давай. Ну, надо было автоматом. Что происходит? Десяток кнопок нажал. Так, возвращаемся к этому проглоту. Эй, урчащий живот. Ты нашел самое питательное блюдо? Вот оно. Превосходно, дай мне попробовать. На. Хомячок. Блюдо действительно отлично приготовлено. Чувствуется, что в него вложили много времени и старания. Очень вкусно. Но еды все равно маловато. Я не наелся. Но это было очень громкое урчание. Вкусно. Спасибо. Это тебе. Лады. Следующая миссия. Одолейте врагов 8 штук. Там, наверное, эти. Да, как их называется, я забыл. Выдадим вам люлей. Давай, полетел. А где твои друзья-то? Mind the deluge. Be still. Все? The wrong test subject. Ресурсы собираем. Так, я тут полет много отправил. Это мне все потом когда-нибудь пригодится. Следующее. Неприступная оборона. 2 башни свалить. О, заодно и похилиться. Мне некого хилить. Уи. Нет, это защита артерия. Ну ладно. Что у нас? Фаербол. Гори синим пламенем. Полетели отсюда. Надо хоть иногда этого дюлюка выгуливать. Потом он мне сидит в запасе. Где? Can't see. Let's nip that in the butt. Пустоту отправил. Ну ладно. Допустим. Было быстро. Здесь тут корень. Кабан. Мясо дай. Ну, допустим.
выглядит просто. А вот тут было обидно. Даже не пожалею на вас. Ульту. Куда дальше? Помолюшку. Добежали. Крабик. Я все выполнил, да? Погнали тогда забирать награды заслуженные. Thank you for Давай, completing. баблишка. Add Astra. Снова маншат. Так, и сейчас продолжим выполнять наше задание, которое эпичное побоище плесенников. Нужно дождаться 8 утра до 10 утра. О, друзья, что это? Люмен. Ну пусть будет. Я не знаю, кто ты. Добро пожаловать. Мне нужно дождаться 80, я помню. Вот так. Так, отлично. И... Блин, я хотел послушать, что ты говоришь. Ну да ладно. Значит, сразу, получается, мочилово будет, да? И погнали. Так, Харви 2 клинка. Растягивающий геоплесник, нерушимая скала. Харви 2 клинка, прозвище, которое получил отставной наемник пустынников за свое мастерское владение 2 саблями. Он служил защитником караванов, побывал во многих опасных районах и повидал множество диких существ. Этот опыт стал основой его участия в Кубке Лотоса Нилотпала. Нерушимая скала так называется туз в рукаве этого участника. Немногие используют цвет плесенников в качестве основы своих команд. До 1/8 используют этот вид до 1/8 финала. Растягивающийся геоплесенников обладает колоссальной разрушительной силой, которая позволяет им наносить огромный урон скучным отрядом. Возможно, именно сила нерушимой скалы придает Харди уверенность, и он управляет плесенниками своего отряда с такой же легкостью, как если бы это были его правая и левая рука.
Ну ладно, давай проверим. То есть у меня всегда будет гидра. Ну пусть будет... допустим, вот этот. Хил есть. Защита и атака должна быть. Ну пусть будет вот так. Понятия не имею, что как владеет кем, но будем смотреть. Ugh, it's you. The uncultured swine of the Nilut Pala Cup. Грубиян. Hey, you potty mouth! What's your problem? The way you dote on your fungi. It's pathetic. What a joke. You make a mockery of the philosophy of the greatest beast tamer of all, the mighty Hania. Greatest beast tamer of all? Ha! That's debatable. Мы изменим точку зрения Хании. You keep telling yourself that. You were never gonna come close to facing Hania. Time for you to go home. Давай проверим. Но у меня новая команда. Finish this with a waterfall of meteor strike! Storm the front line and take them down. Давай, кто-нибудь, что-нибудь. У него этот ушлепок, который передолбил. Knucklehead, are you okay? Хилимся. О, точка. Теперь всех выключим. Обстрел артиллерийский. Еще огнем поддадим. Нужен хил. У нас этот Бонглхед хилом появляется. Так, получили. Огненный. Hey, no backing down. We fight to the end. Хилимся. Вот. И нам нужен обстрел. И поджечь всех сразу же. После зеленого обстрела. Электричеством. Все, добивайте его. Четвером-то. Вы уж справитесь. No! This can't be happening. I trained my fungi non-stop. Maybe I should have been harder on them. Well, we beat him, but somehow Paimon isn't really in the mood to celebrate. Вот мы прошли 1/8. Traveler, Paimon, I made it through. That's amazing, Layla! You reached your goal! I Поздравляю. heard you won against the unstoppable Hardy Two Blades, but you don't seem too happy about it. How come? It's just that... he was really mean. He said some weird things. Вы рассказываете о Лайле все подробности. I see what you mean. Yeah, somehow beast tamers like him make me feel a little... sad. Жаль. Yeah, he clearly doesn't know anything about Hania. He's just making assumptions about what she's like based on a vague impression and even trying to copy her. I'm sure Hania would feel uneasy about it too if she knew. Also, he's so cruel to his shroom buddies when they could have been friends. It's not just his loss either. It brings all the other contestants down. Right! You have the right mindset, Layla.
If only everyone was like you, this whole tournament would feel a lot less gloomy. But it's only because I'm not aiming as high. I just want to be able to take Twirly Whirly back to live with me. That's all. Oh, looks like the next fight is you against me. Let's just try to enjoy ourselves. It doesn't matter who wins. This is just a little contest between friends. Договорились. All right, time to see who's the strongest fungi, Twirly Whirly or Bongo Head. Loser buys dinner for the winner. Whatever deal this is, you seem very happy about it. Did I miss anything big while I was gone? Miko, you're back! Finally! You snuck off without saying anything last time, so we didn't get to tell you about the evidence evidently, we have some things to discuss with you. Yes, well, it's been quite the ordeal for me too. I only entered this tournament for a bit of fun, but now I've ended up in the semi-finals. I've barely had any time at all to spend with Soka and the others gathering source material for the novel. Подожди, как ты вышла в полуфинал, если только четверть, 1/8 драка была? I'm sure you two will have a wonderful time in your fun and friendly match. I, on the other hand, have to take mine a little more seriously. I'm up against that stubborn young lady, after all. Yeah, who knew it'd get to this point? Miss Yai has to face off against Hania. Look on the bright side. Maybe Miko will help us defeat Hania. But that means we won't get to show Hania the error of her ways ourselves. Whatever. Paimon just doesn't want to see Miko lose. Так. То есть сейчас полуфинал. Ну, погнали. Полуфинал, так полуфинал. Лайла. Парящий аномоплесник. Круче зверь. Лайла — темная лошадка этого турнира. Дополнительно известно только то, что она учится в Даршане Артхавист и, похоже, является отличницей и пользуется уважением других студентов. Кроме того, ее целью было пройти в четвертьфинал и забрать с собой плесенников, которые привлекли ее внимание, чтобы они стали ее верными спутниками в обычной жизни. Она вышла в полуфинал, а это значит, что ее желание исполнено. Кроме того, ей гарантирован солидный приз. Козырь Лайлы — это проворный плесенник круче зверь, в которого трудно попасть и который может ошеломить противника своими мощными аномо-взрывами. Он также способен создавать аномо-вихрь и взрывать широкий спектр эффектов удержания противников. Похоже, лишь немногие участники турнира используют аномо-плесников, такие как Круче Зверь, в качестве центрального игрока своих команд. Возможно, это потому, что они выглядят милыми, а не крутыми. Ну ладно, погнали. Так, нам как-то команда противника. Я думаю, нам нужен огненный. Вот, атаку. Огненный. Хил у нас есть, защитник и силу. Давай вот так. Let's go. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! Погнали. Так, начнем, как обычно. И в массу это, давай. И они как раз все собрались. На. Мое. Что у меня котится? Водный накопился. Так, теперь этот. Немного огня. И удар сверху.
А, эта штука пропала, зараза. Ну ладно, тоже не накопились. Да, я почти отлупил их. И все. Oh shoot, we lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. That was a real blast. I loved it. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Да как в смысле почти? Мы даже не напряглись особо. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win? It was a good feeling. Ведь для этого и нужны такие состязания. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Oh, Paimon's so nervous for her. Let's go see how she's doing. Посмотрим. Будет арена, Катя? Давай посмотрим. Huh? It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park, huh? Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I Сразу же to что? be beaten by Hania. Повержен. Понятно. Ну, это было предсказуемо. Надо эту What? в You финале. think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this from your ironclad determination to annihilate an entire species. How would I ever dare mock you? That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Ладно. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. Обманывать себя. Защитный барьер. Блин, мне оба варианта интересны. Ну, пусть будет обманывать You себя. mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. Я, Пайман и Лайла? The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her shroom buddies back home with her that Hania's mood suddenly changed. Layla, it seems like you're onto something. Let's catch up with Hania and set things straight. Ну, погнали. Только я все равно не You понял, should куда stay гнать надо. here, little Layla. I understand that you want to help Hania, but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time.
That's true. And if I said something that struck a nerve again, I'd only make things worse. Plus, you guys move pretty fast. If I tag along, I'd probably need to stop and gather my strength every 10 minutes. Well, what are you waiting for, little one? Мы нашли это. Oh, my, you've been busier than I thought. Ну, фоточки я прислал. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Ладно. Погнали догонять эту Ханею. Надо с ней драться еще. Фига она усвистала. Так, надо пониже упасть, чтобы не убить, когда капитан начнется. Hania should be around here somewhere. Поближе. Pirate 1 follows her everywhere. We should be able to track her down through its elemental traces. Search the area with elemental sight. Яна, куда делась? How did you find me here? We followed Pyro 1's tracks. We're a little worried about you. Wait a second. Are you comforting Pyro 1? The irony, I know. And I'd probably be enjoying it if Pyro 1 were any other animal than a fungi. The next time we meet will be in the finals. Whatever you have to say, save it for if you beat me. Мы хотим избавить тебя от предрассудков. The Fox Lady said you might say that. You're pure of heart, kind, and believe the best in things. You wouldn't understand if I tried to explain. So here, read this. Давай. What is it? Записки Хани 1. Торговый журнал 39. 10-й день после атаки. Слава архонтам, что неподалеку оказалась группа фермеров. Видимо, они тоже наткнулись на этих агрессивных плесенников и решили на время разбить лагерь. Благодаря доброте фермеров, у которых оказалось множество провизий и лекарственных трав, удалось спасти большую часть людей. Однако не все наши смогли продержаться. Плесенников вокруг становится все больше, и успокаиваться они не собираются. Мы не можем покинуть это место, пока все они не уйдут, если это вообще когда-нибудь случится. Похоже, застряли мы здесь надолго. Торговый журнал 39, 42-й. Уже 42-й месяц прошел. 42-й день после атаки. Кто бы мог подумать, что однажды я попаду в ловушку к плесенникам и застряну здесь так надолго. Надежда на спасение тает прямо на глазах. Рабиб хотел было взять свой топор и попытаться дать плесенникам отпор, однако остальные фермеры остановили его. Ясно как день, что без лидера на выживание у нас нет ни малейшего шанса. В нынешних обстоятельствах даже самый спокойный и сдержанный среди нас человек вышел из себя. Можно только представить, что переживают в душе остальные. Должно быть, они уже изнывают от отчаяния. Собранных неподалеку персиков, зайтун и провизии фермеров хватило только на несколько недель. По распоряжению фермеров начали выбирать подходящие для посева семена. Может, хоть так у нас получится выжить. Помимо этого, нужно расширить лагерь. Лучше ориентироваться на долгосрочные перспективы, пытаться превратить это место в небольшую деревеньку. Деревенька жертв плесенников. Так вот и рождается поселение. Надеюсь, мы сумеем не помереть с голоду к урожаю. Лады. Так. These are my ancestors' records. They were attacked by a horde of fungi in the rainforest. Many people were seriously injured. There was nothing exceptional about this incident at the time, and it certainly never made it into any official records. But my family have been reading it to me since I was a child, constantly warning me of the grave threat that fungi pose to us. So, that's what happened. Oh, no wonder you're so hostile towards fungi. Мы действительно ничего не знали о твоем прошлом. Но сейчас все изменилось. Ну, то, что мы не знали о прошлом, понятно.
То, что поменялось, логично. Но сейчас все изменилось. Yeah. And anyway, doesn't your family's experience make this tournament all the more meaningful? The wisdom orb finally means that humans and fungi can live in peace together. It's not as simple as turning bad fungi into nice fungi with the wisdom orb. Plenty of scholars have experimented with similar things in my village in the past. But every one of them failed, gave up, and moved on. Even this new wisdom orb can only suppress the fungi's aggressive nature temporarily. Without this device, they're still extremely dangerous creatures. On top of that, the orb's intellectual boost makes the fungi unnaturally strong. Too much elemental energy in one place is not a good idea, especially for people in poor shape already. If you've got a sensitive constitution and you start using a wisdom orb, you're gonna start experiencing symptoms pretty quickly. Аномальная сила стихий. Wait, Layla's been coughing a lot lately. Could that be because of the wisdom orb? As you'll be well aware by now, all Caltilia cares about is his precious research. He just wants to expand his influence and increase the profile of the Beast Tamer event. Meanwhile, Alhingen's taking advantage of the situation. Impressed by Cautilia's research, he invested a huge sum into promoting the tournament, consequently lowering everyone's guard against the fungi. I don't trust either of them, period. I don't believe highly aggressive creatures like the fungi can coexist with humans. But I'm just another retired mercenary, so who's gonna listen to me? All I can do is play by their rules until victory is mine. Then I'll fight for the outcome I'm hoping for, and keep them from getting their way. I initially had a sliver of hope that you might help me in my endeavors. Guess that was pretty naive of me. But it doesn't matter what you think about all this, or what you think of me. I'm going to beat you, and then there will be nothing you can do to stop me. Ханья? This notebook is just a relic from my past now. Do whatever you want with it. Because come the day of the final, I'm going to declare the execution of all fungi. Including Pyro 1. It's time to say goodbye to the past. Как же она не That didn't любит go их. as planned. Well, there's only one option left. We gotta defeat Hania in the final match. По крайней мере, мы узнали ее истинное мысли. Didn't Hania mention something about other researchers in the past trying to stop the damage caused by fungi too? There should be more information in this notebook. Let's take a look. Торговый журнал 39. Седьмой день начала расследования. Видимо, ученые собираются использовать какую-то ловушку, чтобы взять под контроль обезумевших плесенников. Кодовое имя этого агрегата какой-то непонятный набор слов. Но судя по содержанию заметок, утверждено самой Академией. Кроме того, они планируют использовать некое осушающее зелье. Оно должно помочь подавить активность плесенников, так их будет легче контролировать. К этому зелью тоже какие-то сложные примечания и официальное утверждение от Академии. В общем, напишу, что есть. Далее страница начинает пестреть сложными терминами и пояснениями. Мне трудно догадаться, что автор скопировал записи ученого слово в слово, да еще и делал это при плохом освещении. Торговый журнал 39, 13 день. Начало расследования. Снова неудача. Когда мы вернулись в деревню, двое тяжело раненых номиков потребовали немедленно отступить. Перед сном мне удалось расслышать, как главный ученый спорил с подчиненными. Один из них пытался убедить своего начальника отказаться от осушающего зелья, ведь с самого начала они неправильно поняли принцип его действия. Результаты при использовании могли оказаться полностью противоположными и даже привести к смерти. Другой подчиненный же осыпал первого проклятиями. Судя по их спорам, кто-то допустил серьезную ошибку. Они явились, чтобы наконец устранить эту страшную проблему. Однако теперь, столкнувшись с трудностями, хотят все бросить и избежать. Меня терзает очень плохое предчувствие. Но сперва нужно проверить свою теорию. Какую? These look like research notes. Guess Hania's ancestors kept them after the scholars left. Whew. This section looks super complicated. The handwriting is really bad, and there are too many technical terms. Paimon can't make heads or tails of this.
Wait, some of these look familiar though. Oh, that's right. We saw them on the documents Dory gave us. Заметки, документы связаны между собой. All right, let's put them side by side. Go through carefully and try to figure out what's written in these notes. Расшифрованное содержимое. Содержимое составленное благодаря расшифровке Ули. Предоставленные Доре остатки некого аппарата и документы содержат ту же одобрительную аккредитацию, что и упомянутая в заметках ловушка. Очевидно, что для Академии эти устройства технически идентичны. Рецепт цветочного агара содержит в себе те же основные ингредиенты и имеет те же эффекты воздействия, что и осушающее зелье, о котором пишет автор. Единственное отличие — количество некоторых активных ингредиентов для цветочного агара намного ниже, чем в осушающем зелье. Помимо этого, в цветочный агар добавляются защитные ингредиенты и так называемые стабилизаторы. На данный момент можно вывести общее умозаключение. Остатки устройства, которое пытался уничтожить организатор турнира укротителя Кубок Лотоса Нелотпала, использовали технологические достижения, упомянутые в заметках ловушки. Цветочный агар уже можно рассмотреть как улучшенную версию осушающего зелья с повышенной безопасностью. Оно временно повышает активность плесенников и позволяет им получать особые способности. A capturing device and a withering potion. Ловушка усмиряет плесенников. So that's how it went down. The fungi only attacked Hania's ancestors because of what that potion did to them. And then the researchers built that device to try and capture the angry fungi. Also, if floral jelly is just an improved version of the withering potion, and the wisdom orb isn't Cautilia's invention either... Ну, он же ее совершенствовал, по идее. He's basically giving someone else's invention a new name and passing them off as his own. He's a big fat liar! Честно говоря, здесь нет ничего удивительного. Why is Cautilia so eager to get people to use the wisdom orb anyway? Возможно, он хотел закончить эксперимент предшественников, чтобы тем самым доказать свою значимость. Пусть будет первое. We gotta warn Elhingen. He needs to stop bankrolling Cautilia right away. As for Hania, she has no idea that the fungi only attacked her ancestors because they were under the potion's influence. No wonder she holds it against them. Что с тобой, жижа летающая? Oh, don't worry, Bongo Head. Paimon knows you're not gonna turn evil because of some floral jelly. You stayed a very good fungus even after we turned off the wisdom orb. Whoa! You can understand what Paimon's saying? Oh, wow, you're getting smarter! Жемчужина мудрости деактивирована. Постой, Паймон. Давай первый. Huh? Since when? Oh, Paimon didn't even notice. Does that mean Bongo Head is hanging out with us by choice right now? Время, проведенное с нами, повлияло на него. Мы приближаемся к взаимопониманию. Наверное, время. See? Hania was wrong after all. The fungi aren't gonna lose control this time. Some fungi understand people and just want to get along. Like Bongo Head here. Oh, Hania did make one good point, though. The wisdom orb has its limits. As long as that's the case, fungi won't be able to live with humans forever. Paimon was really hoping Bongo Head could join us for the rest of our journey. Isn't there a way? Лучше сейчас держаться на расстоянии от них. Мы подумаем, как улучшить жемчужину. Верно? Второй вариант. It's a shame, but it seems like there's no other choice.
one time before the final. Should we report Kautilya to the Academia? Мы не знаем о настоящей силе Каутильи, пока не стоит ворошить осиное гнездо. Наверное, первый. True. For him to have made it this far, he must have been planning for a long time. If he caught wind of our plans to expose him, he'd definitely be wary of us. Whatever else happens, we have to give it our all on the day of the final. Let's beat Hania and knock some sense into her. Then we should get Elhingid to help us expose Kautilya for the fraud he is. Погнали. Так, это я выполнил. Задание. Так, ну можно, наверное, забрать то, что мне тут уже подарили. Во-первых, я победил. Да, и вот последний. А, мне ничего не дали, я понял. Дождитесь следующего дня с 8 утра до 10 утра. 8 утра. На природе отдыхаем. Отдохнули. Эпичное побоище плесенников. Глава 5. Самый сильный противник. Самые большие проблемы. Оп. Видимо, последняя битва. Наша битва будет легендарной. Интересно, эта Ханя, она идет как персонаж отдельно? Можно ли ее себе в том это получить? Или нет? Ladies and gentlemen, after some fierce competition in the round so far, we arrive at long last at the final of the Nilutpala Cup. It's time to find out who is the very best beast tamer of all. Hania or the Traveler? Блин, он по-английски говорит совсем другое, что написано в субтитрах. If the winner of the final round makes it through the ultimate trial, they will acquire my entire fortune. It will then be their responsibility to continue hosting this tournament into the future and to promote the philosophy of peaceful coexistence throughout all of Tivat. Huh. Kautilya isn't here today. Oh, this is our chance. After the final match and the ultimate trial, we'll go tip off Elhingen and confront Kautilya head-on! Nico? Layla? You're here! Рассказывайте Мика о разговоре с Хани, а также... Much as I expected. The insufferable research maniac has exposed his true colors to our two protagonists. You seem to be edging ever closer to the truth. Holding off on reporting Kautilya to the Academia seems like a sensibly cautious decision at this stage. Who's to say if Kautilya, or indeed anyone else for that matter, is really who they appear to be? Yeah, we can't afford to let our guards down now. We gotta fight Hania first, the strongest beast tamer out there. And we still have no idea what we're in for with Elhingen's ultimate trial. Oh, how are we gonna get through to Hania, though? The answer should be quite obvious by now, surely. Take all of our fungi and defeat her fair and square. Force her to let go of her stubborn attitude and listen to the truth. I believe in you guys. I know you'll be able to get her to come around. Все, погнали лупить ее. Спасибо за вашу поддержку. Ah, yeah! Bongo Head, Twirly Whirly, and Pizzara! The tightest power trio in all of Shroomdom! With your
powers combined. Winning this final will be easier than taking a radish from a hilly churl. Ну что, финал. Ханя. Кружащий пироплесник пира 1. Ханя сильнейший участник этого турнира, укротитель зверей и с более чем 10-летним стажем. Говорят, обученные ей вьючные яки исключительно послушны и умны, и многие торговцы приобрели своих вьючих яков, которые привозят тяжелые грузы именно у Хани. А многие простые люди обращаются к ней за помощью, чтобы улучшить отношения со своими питомцами, и это каждый раз дает замечательный результат. Без преувеличения можно сказать, что Ханя – одна из величайших укротительниц зверей в мире. Если бы ей пришло в голову заняться саморекламой, она стала бы очень известна. Козырь Хани – пир-1 также является доказательством ее великих навыков дрессировки, ведь пир-1 принадлежит к виду плесенников с самыми большими наступательными возможностями. Даже самые простые атаки могут нанести урон нескольким противникам, находящимся в области атаки. А когда она идет напролом, то может притягивать противников к себе, прежде чем использовать взрыв для нанесения серьезного урона. И ее огромная сила сопровождается взрывным характером, поэтому мало кто берет кружащих пироплесников в свои команды, не говоря уже о том, чтобы сделать их ядром команды. Очевидно, что Ханя обладает непревзойденными навыками укрощения зверей. Let's go! Но у меня сразу зафиксировались сила, атака, хил. Ну, так давай этого возьмем. Броню. Вот этого. И подключаем. Выбора нет. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Это ты должна изменить свое мнение. Мы с помощью силы переубедим тебя. Да, мы с помощью силы переубедим тебя. Yeah! When we send Bongo-Head and buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Начнем. И подсюдыч. Собираем лепестки. Так, мне нужен верхний нужен. Точно. Хил. И в мясо. Они тоже хилят, смотри-ка. Эй, я не успел. Еще один упал. Спасибо. Хил. Оп. Электричество. Don't worry, Pyro 1. They're about to reach their limit. Давай, сверху удар. Скобищ. Так он один остался. Сейчас мы его быстренько раскатаем. Ну и все. На тебе. Pyro 1, why did you hold back? Это ты приказал. Pyro 1, Hania, and don't force yourself to do something you don't want to. You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi?
Ты не хочешь, это вовсе не наше предположение, ты не хочешь этого признать. Ты не хочешь этого признавать. You grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. Paimon completely understands how they made you feel. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. You won't be able to lie to yourself forever. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. The whole reason we entered this tournament is because we didn't want fungi causing any trouble. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side, not as your pawns and certainly not as your enemy. Please, learn to trust Pyro 1 and your other fungi friends. И ты откажешься от своих пагубных стереотипов и будешь разумно воспринимать плесенников. Я думаю, стереотипы. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Что, мы ж отлупили уже? Раунд 2? Really? Давай в мясо сразу. Красавец. Pyro 1, release the explosion! Так, это мое. Спасибо. Это мое. Спасибо. И шарахи. Давай мясо, не крас в толпе. Красавец. Хил. В мясо. Give it your all, Pyro 1. Show them what you're truly made of. Хил. Все, давайте, добивайте его. I failed. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? Мы покажем тебе причину. Hania, as we agreed, you have to hear us out now that we've won. But let's put that aside for now. Can we bring Pyro 1 along for the ultimate trial? Pyro 1? You want to take it with you? Yep. We want to pass the ultimate trial with everyone's fungi side by side. Bongo Head, Twirly Whirly, Blitzara, and Pyro 1. После чего мы получим все права этого турнира. Расположите этих плесенников в правильном порядке. Второй не понял, а вот первый We внимание. looked through your notebook that day after we spoke to you, and it cleared up a lot of things. You're right to be concerned about the dangers of fungi, up to a point. Wisdom orbs come with health risks to some people. This tournament shouldn't have been promoted so widely, and there are limits to how closely fungi and humans can coexist in general. However, by making constant improvements to the Wisdom Orb and using it for friendly communication with the fungi, we can figure out which are the nice ones and gradually learn more about them. Fine, if that's what you want. I lost, so I don't get to call the shots. And I guess Pyro 1 would rather be with someone who actually cares about it. Cheer up, Hania. I'm sure you mean a lot to Pyro 1. We have more important stuff we gotta tell you after the ultimate trial. Всю правду о том нападении. That's right. You'll see things differently after you know the story. Paimon just knows it. I just had to say, what a magnificent duel. A battle between competing philosophies, as well as a showdown between two top beast tamers. Alhingen? What are you doing in the arena? Why, I'm here to witness the final duel and the winner's spectacular performance in the ultimate trial. Come now. Traveler, Paimon, it's time to prove yourselves.
I have no doubt that you'll play a significant role in bringing this tournament to a whole new level. Чё ты задумал? Вы следуете за Эльхингейм к месту проведения последнего испытания. Ага. What's going on here? Why are the Fatui everywhere? Oh, Hingen, the arena's been taken over by bad guys. We'll deal with them. Get yourself to safety. Wait a second. Where is the exit? Это не враги вторглись на арену. Это все подстроил Эльхингейм. Наверное, первый. Интереснее. The traveler is correct. Nothing gets past you, does it? Wait, this is all wrong. Isn't this the ultimate trial? Cautilia's supposed to be the villain. He was just using this tournament for his own agenda and he tricked you into sponsoring him. Not far off. You're right about Cautilia's motivations. This started when he discovered a promising use for a forgotten technology. So I bought his loyalty and organized this tournament to expand the reach of his technology. Though I must say, I never expected a prize catch like yourself to take the bait so eagerly. Он специально раскрыл свой замысел. Ты будешь раскаиваться, когда окажешься в тюрьме. So, you weren't being fooled by Cautilia. It was you using him! This whole time you were just another lousy Fatui! Oh, now Paimon's mad! So much for warning you about Cautilia! Boglehead, get him! Oh, look at you! I've got chills down my spine. But I'm afraid that's not happening. Whirly whirly! Blitzara! Pyro 1! What's going on? Cautilia added a handy little back door in the wisdom orbs. As soon as I send the command, all fungi under their control report to me instead. Это же как в Звездных войнах. Приказ 46 или что-то такое. So, this whole tournament, it was just an elaborate ploy to get other people to capture fungi for you! And now you're gonna make them all into your evil minions! Very impressive. You hit all the key notes there. I hold the tournament a few times, build up an army of fungi living amongst the people, and then I can create all kinds of damage. You have to understand, this is a huge opportunity for me. My accomplishments will eclipse those of my other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you, will finally realize that I can still be worth something to him. Так ты бывший слуга Дотторе. But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. This could be a career-making moment for me. I'll finally earn Master Dottore's respect. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Once this domain's sealed off, no one will ever find you. I'll have Cautilia assume all liability and criminal charges, then inform the Academia. After that, I'll invest even more into this tournament, in the name of honoring your memory. I'll promote it harder. The competitions will be bigger and more frequent. You selfish, double-crashing monster! How could you? Paimons are just about enough from you, mister! You'll never get away with this! But what are we gonna do? You don't have any weapons on you and our shroom buddies won't respond to us anymore! Я верю в бомбом шапочку. Take your time.
Pit fungi against fungi, and warriors against warriors. I want the traveler to see his body being destroyed. Then, once his faith is utterly shattered, put him out of his misery, quickly and painlessly. I accept that our actions thus far have not been beyond reproach. But at least we can give the traveler the ceremonious final farewell that they deserve. Так, и как? У меня меча нет, да? Я могу только бегать вокруг и что мне делать-то? Давай начнем с этого. О, что происходит? Втроем одолеем одного врага. This isn't right. I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. Why is it still obeying the traveler? Is Cautilia's device malfunctioning? Oh dear, the poor thing still hasn't realized. The technology in the Wisdom Orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is suppress some of their basic instincts, allowing them to communicate with their owner as effectively as any other animal. The trust that these 4 fungi place in their beast tamers, and the bond they now share, have grown stronger than the Wisdom Orb. Yai, Miko! You broke the domain sealing spell? Please, you thought your crude replicas could keep me out? You appear to have woefully underestimated who you're dealing with. Ты ее закрыл, что ли, где-то? Not to mention that shoddily designed backdoor command. Did you honestly believe that no one would notice the litany of vulnerabilities in your grand plan? Curses! Miko, Layla, and Hania too! Oh, hang in. So this was all you're doing! Whatever threat the fungi might pose, your nefarious ambitions are the true menace here! Come on, Miss Yai. Let's go help them. Easy now, Layla. All that's left for us to do now is to watch and wait. The bond of companionship is not something so easily severed by the designs or devices of humans. Blitzara, you haven't completed your mission yet. You're not thinking of giving up now, are you? Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you. Take this crook down. The backdoor command is wearing off. They're all returning to normal. Still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings, which you have been trying so desperately to escape from. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your orders. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses. Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line and keep your heads. They're just a handful of fungi. We still have the upper hand. Драка. Victory is within our grasp! Fungal, use water bomb of final champion! Теперь электричеством и... Вот, тянули мы их. Надо было втягивать сюда. А, да физи вообще.
Мне нужно огненного зарядить. Вот. И все, и добиваем его. Просто добейте его и все. Еще появились, смотрите. Огненный. Пошла гора. Хилимся. Драка. Огонь. Блин, надо смотреть, где электрическая вещь находится. Это непонятно. Огонь. Надо похилиться, мне кажется. Давай, огонь. Так, мне нужно... Давай огненный. О, красота. И это вот сейчас, да? Шик. Бежать некуда. I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain anybody within Sumeru's borders. Is that not the case for you too? Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Cryptic. Well, no time to figure that one out. On with the chase! You're from the Core of 30! Вы наконец-то появились. By order of the General Mahamatra, we're here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. Thankfully, with all the evidence you gathered, we were able to swiftly bring this case to a conclusion. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Заключение по ситуации. Письмо Сайн. Перед возвращением генерала Матры начали подозревать, что Каутилия что-то замышляет. На него работал Эльхинген, и вместе им удавалось скрывать самые важные улики. Если бы путешественник Пайма не представили важных доказательств на расследование замыслов этих двоих, у Матр ушло бы гораздо больше времени. Жемчужина мудрости и цветочная карта действительно были созданы на основе так называемой ловушки и усушающего зелья, принцип действия которых похож на сеть вездесущности и надзумы. Из надежных источников удалось выяснить, что все они связаны с искусством адептов Люэ, однако из-за слишком короткого периода разработки ловушка и усушающее зелье не получили достаточной аргументации и являются экспериментальными образцами, сотворенными исследователями Аморты с целью управления опасными существами. Однажды эти изобретения уже привели к страшной катастрофе. Именно поэтому их нужно законфисковать и обезопасить раз и навсегда. Каутилия воспользуется своими полномочиями и ресурсами Эльхингена, чтобы подкупить соответствующих сотрудников. Он получил образцы и документацию, затем нанял нескольких талантливых студентов для работы над усовершенствованием этих двух объектов. Его помощники смогли повысить безопасность и надежность изобретений.
Затем Каутили устроил турнир, который на самом деле служил лишь одной цели – нанести непоправимый вред Сумеру. В ответ на особый приказ Каутили, матры собрали еще одну группу ученых Амуры, чтобы те разработали особые противодействующие меры. Ученые разместили их в жемчужинах мудрости и раздавали дежурящим возле арены матрам. Так, если бы произошло какое-то происшествие, матры могли в любой момент предпринять нужные действия. К счастью, на турнире все прошло гладко. Никто не пострадал, а материальные потери отсутствуют. Это мероприятие даже принесло порту Ортмас финансовую выгоду. Все замешанные сотрудники Академии задержаны и ожидают справедливого суда. Сида, возглавляющий следствие, установил все места преступлений. Преступники, остающиеся на свободе, скорее всего, находятся рядом с этими местами. Поэтому с небольшой помощью бригада сможет арестовать всех преступников. Помимо этого, по результатам предварительного расследования выяснилось, что 60% спонсорских средств Эльхингена поступало из незаконных источников. Остальные 40% являлись его доходом от бизнеса в Сумеру. Поскольку дело этого разведчика Фаты довольно сложное, Академия привлечет к нему специально уполномоченных лиц. Путешественнику и Пайну. Я специально включил в начало этого письма отчет Сида. Почитайте, если интересно. Может, это поможет вам лучше понять ситуацию. Энтузиазм участников и зрителей турнира не должен оставаться без внимания. Поэтому я решил использовать доходы от бизнеса Эльхингена в качестве награды и компенсации пострадавшим. Если же этих средств не хватит, оставшаяся сумма будет выписана в штраф Каутили. Турнир укротителей оказал на общество положительное влияние, может стать столь же известным, как священный призыв Семерых. Так что закрывать его из-за двух преступников мы не намерены. Общественность считает, что именно вам надо передать право на проведение этого турнира в будущем. Не волнуйтесь, я уверен, что вы, как и никто другой, справитесь с этой задачей. Прошу, передайте Гудзи и мое почтение. Мне бы очень хотелось помериться с ней силами в карточном поединке. Надеюсь, она не будет недооценивать сильные колоды определенного стиля. So Sino has been keeping an eye on this competition too! He and his people must have been secretly investigating at the same time we were! Lucky we had some backup! Своевременная помощь. All right, we'll take the suspects away now. The area will be unattended while we're gone, but with you here, I can put my mind at ease. You might think this is over, but mark my words. You haven't seen the last of me, or Master Dottore! Oh, quit while you're behind, loser! Have fun in prison, you Fatui lowlife! Wait, Sino mentioned that he used our evidence, so is that where Miko was going after the last 16? To hand it in and make a report? Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of 16, I simply took a walk around Sumeru City with my editors. I did have a very brief conversation with the General Mahamatra, but only because he happened to be passing by at the time. The evidence you gathered was the key to solving this case. The more you try playing it down, the more confusing it all sounds. Anyway, now that the organizer and the sponsor have both been arrested, what should we do about the fungi in this tournament? The rules still stand. These little ones won the tournament and passed the ultimate trial, which means they'll be taking Elhingen and Cautilia's place. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, I'm sure they are more than up to the task. Для начала нужно рассказать правду Ханне. Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. I took it all much too far. Huh? We didn't get to say anything! Miko, why did you have to steal our thunder? If by that you mean
Thank you, Miko. Then you're welcome. Hania needed a little pep talk to perk her up so that she would join us in taking a stand against Elhingen. How else was I supposed to motivate her? You don't have to say anymore. I was too close-minded. I know that now. I kept telling myself the same things, lying to myself until I became numb. But now I've seen the truth with my own eyes. Even without the wisdom orb, Pyro 1 willingly followed my instruction. It trusted me all along. I hold my hands up. I was wrong. You're well within your rights to criticize me, and I accept whatever punishment you deem appropriate. Punishment? What do you take us for? Sure, you said some pretty scary things, and you were way too strict with Pyro 1, but clearly you've already learned your lesson. Wait, actually, having said that, Paimon has an idea! У меня тоже есть идея. Вы обсуждаете со всеми последние решения и определяете встречу. All right, Paimon's got it. Let's go tell everyone else what we came up with. Речь чемпиона передается Паймон. Oh, this is Paimon's first time speaking to so many people from a stage like this. Paimon's getting butterflies. Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were at it. The responsibility for continuing to hold this tournament in the future now lies in our hands. Now, they may have thrown the organizer and the sponsor in jail, but you can all breathe a huge sigh of relief because the prizes are still being issued as promised. Yes! That's what I'm talking about! Woo-woo! That's a good call. However, unfortunately, the wisdom orbs currently have a harmful effect on their surrounding environment, so they pose a risk to people's health. This means that we won't be able to keep our fungi friends around for the long term. So, for the sake of everyone's well-being, over the coming days, we recommend that everyone entrust their fungi into the care of the best darn beast tamer in town, Hania! But you won't be away from them for too long. While Hania takes care of your fungi, we'll be talking to the academia with the goal of trying to resolve the current issues with the wisdom orb as soon as possible. And of course, this tournament was so much fun. It'd be a real shame if it was a one-off affair. I'm sure you've got a big appetite for more fungi fun and games. So once the technical issues are all sorted out, and we're all reunited with our fungi friends, let's battle it out all over again! Oh, so that's my punishment. Think of it more as a reward for being the runner-up. Don't think of it that way, Miss Hania. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom buddy. Oh. Traveler, Paimon, Layla, and Lady Kitsune. What can I say? You're a fascinating bunch. Come on, Hania. We announced the official decision with everyone watching. You better look alive. Yeah, don't worry. I get it. As a beast tamer, I accept your proposal. I will do my utmost to care for these fungi and treat them like the treasured companions that they are to their masters. Now those sound like the words of an awesome person called Hania that Paimon wants to be friends with. Just wish she'd shown us this Hania sooner. Anyway, let's spend some final quality time with our shroom buddies. Then we'll all meet up in Port Ormos. Еще и встречаться с кем-то. Я думал, все завершено. Подождите 2 дня. Щелчок, поговорите со Сьюзан. Нужно подождать 2 дня.
Так, ну давай подождем. 2 дня, 2 дня. Курок. Ждем. Оп, 2 дня прошло. Прощайте, друзья плесники. Глава 6. Traveler, Bongohead, it's time for us to meet up with everyone in Port Ormos. Да, Let's go see Layla first, then Miko, and finally, go give our fungi over to Hania. Я надеюсь, мы сейчас опять полчаса болтать не будут. Traveler, Paimon, Bongohead, over here. Hey, Layla! Have you and Twirly Whirly been having fun these past few days? Definitely. With Twirly Whirly helping me carry my luggage, we could go camping really far away, and I got to see the stars from a different perspective. Oh, I even managed to make some progress with my paper. Although, I've tried making almost everything on my food list now. Every time I used flour or something, it got in the air and gave me a coughing fit. Только не говори, что... After all that, I still haven't figured out what Twirly Whirly likes. Только не говори, что мы сейчас эту игрушку будем сраную искать. It would be great if the improved wisdom orb allowed us to communicate directly with the fungi. I should mention that in my letter and get someone to ask a senior Amorta scholar. Paimon's never seen you in such good spirits, Layla. You spoke a lot more than usual just now, and you're still full of life. You really go the extra mile for your shroom buddies. I think I might have overexerted myself, though. I'm flagging hard. Let's go see Missy Eye before I crash. Так. Зайдем обратно. Ну ладно. Побегаем туда-сюда. Бег полезен для здоровья. Угу. Oh? You're earlier than I expected. Miko, you're not leaving, are you? It feels like you never got to properly enjoy your vacation here. Oh, my needs for amusement have been more than met. Thanks to your help, our little inspiration hunt went perfectly. Not only did we gain invaluable experience in the tournament, we also had all the excitement of exposing a criminal conspiracy. Yes, I think I might ask Soka to ditch her original characters and just make you the protagonists in her next novel. Кажется, ты тоже что-то замышляешь. Ты знаешь, что с Эльфингом что-то не так. Кажется, что тоже True. замышляешь. It all makes sense now. You dropped so many hints, but it went over Paimon's head at the time. Why didn't you expose Elhingen right away, though? Why wait for things to escalate like they did? Going for the big reveal right at the beginning would have been an anticlimax of the most literal kind. I wanted to see how you'd react in a situation like this, and you did not disappoint. I thought that the story between you and the fungi would follow a master-servant paradigm, but you offered something even better. Companionship, based on mutual understanding. From a certain point of view, it seems fitting that Elhingen, the one person who could barely keep the word master from his lips, met his downfall at your hand.
Of course, considering what he's capable of, I'm sure he'll have his ways of continuing to put up a fight. Paimon's getting confused again. In the future, we should take notes when Miko's talking and carefully look over them later. Oh, that's enough chatting for now. I'll leave Blitzara in your hands. Remember to take good care of it. I hope you really give this a good shot, you and Hania. The future of this highly entertaining tournament depends on the decisions you make from now on. I'm excited to see what you've got in store for us. Хорошо, так затравочку на следующий ивент сделали. Так, и бежим. О, это далеко, лучше это. Вот это. Побыстренько порткнусь просто и передам. Не хочу бегать так много. Бегать, конечно, хорошо, но не так много. А я летать хочу. Так, сейчас бы не убиться. Оп. Угу. Hello, all. Right on time. I've collected all the other contestants' wisdom orbs and found a suitable place for our fungi friends to live. I'll make absolutely sure the surrounding environment is not affected. Ферма будет местная, да? Say hello to everyone, Kindlejoy. Огнерадость. That's Pyro One's new name. When I saw how well behaved it was when we first met, a sense of joy welled up inside me. If I just let go of my preconceived notions about fungi and allowed myself to truly feel that moment, maybe I could have felt like that all this time. I'm so glad Hania has finally worked things out. Yeah! Even though Paimon has gotten used to the name Pyro 1 at this point, the new name holds so much more significance. Поздравляю, Ханя. I will commit to giving these gentle creatures the highest standard of care I can provide. Please, rest assured that your fungi friends will be safe with me. I guess it's time for us to say goodbye. Go on, Twirly Whirly. Be a good fungus now and do everything that Hania says. But Zara, Miko will be back to visit when the next Beast Tamers tournament comes around. High five, Bongo Head! It was really fun having you around. Paimon hopes that you have a good time at Hania's, and is really looking forward to seeing you again next time. Мы обязательно встретимся. I hope that the day when humans and fungi can live in harmony will come quickly. I believe in you all. You'll make it happen. I look forward to the good news. И ушла в закат. Так. И даже кристалликов не дали. А была целая глава. Коротенькая, но глава. Так, ладно, надо добить. Вот это. Здесь у нас еще один имеет нормально. Надо добить подготовку к турниру. У нас тут много кристаллов можно получить. Начнем с атаки. Да. Начать испытание. Быстренько пробежимся, получим кристаллы, а потом можно будет и молиться. Так, здесь получаем. Погнали. Если ваш текущий плесник потерял сознание, вы можете отправить в бой плесников поддержки. Воды. Если бы я знал, что почему. Элитные противники. Элитные противники более опасны, требуют сфокусированной атаки. Большой криослайм. Обычные противники. Криослайм, гидрослайм. Понятно. Значит, мне нужен... Хил мне точно нужен. Нужен огонь. Лед мне, наверное, здесь нахрен не сдался. Так. Поддержкой будет... как мне переключиться? Да, вот поддержка будет шты. Ну и подтвердить команду. Let's go.
Давай начнем. Вот, долбим. И удар сверху. Снова огонь. Да, на него фокусируемся. Лупим со всех сил. Оп. Зеленый. Давай, выход твой. Промазал пару штук. Огонь. Кончились лепестки. Удар сверху. Следующая область. Элитные противники гидромаг. Обычный хильчур боец гидрослайм. Гидромаг. Значит, нам нужен лед. Вместо зелени давай возьмем лед. И подтвердим. Оп, сразу это. Сначала огонь. И лед. Да. Блин, зря использовал. А вот сейчас можно удар сверху. Он там как раз лежит. Бейте его. Фокус на него. Снова лед. Этого гидромага лопнули. Остались мелочь. Давайте. Там заморозили. Удар. Блин, ну нет ничего. Надо было копить. Фокусируемся на нем. Ледяным хреначем. И огненный. Все, добиваем. Где появилась? Так, вот, наверное, лучше всего было бы... А, я огненный использовал. Я думал, полет использовал. Не того использовал. Ладно. Снова гидра. Фокус на него. Льдом на него. Теперь огнем. Лупите его. И удар сверху. Хренак. Так, не нужен хил. Явно. Хилицем. Всех похилило, да? Все. Так, а этих областей сколько вообще? Здесь босс лавачур с синим панцирем. Наверное. Вот этот не нужен, вот этот возьмем. Логично, что фокус на него. Сначала огонь, надо убрать у него. Помочь ему подгореть. Чуть-чуть снимем панцирь. Это сняли, все, шик. Огнем его. Хил. 7 хил. Красавец. Горжусь с вами. Гори, гори, ясно. Поджигай его.
Пускай горит. Поджигай. Зелени немного, чтобы горел быстрее. Гори. Все. Это было просто. Так, а ну тут их так-то много. 500. Ну, допустим, начнем. Так, это мы взяли. Начать. Обычные противники. Электро, гидро, огненный. То есть всех подряд надо, по идее. Хил точно нужен. Электро, гидро, огненный. Значит, нам нужен лед. Огонь нужен. Наверное, еще защита. И вспомогательный вот этот. Начнем Так, можно было, наверное, не использовать пока сил. Собираем. Так, давай фокус на этого. И сверху сначала его устроим ему ад, потом огнем его еще. Потому что ему надо подпалиться. И теперь... Так, ледяные, по идее. Нужен огонь. А, ну еще электро будет ставиться. Гидра. Активируемся на основного. Лед его. Он же гидра. Все. Дальше добиваем. Давай массовый удар на всех. А, я не того убрал. Допустим. Удар. Во. Пошла жара. На огненного все согрелись. Здесь, наверное, надо водного активировать, чтобы обсудить его пыл. Еще льда добавить ему. Ну, почти вынесло. Добили его. Следующая область. Электропризрак, дендропризрак. Тут нужен точно огонь. Нам лед здесь нахрен не сдался. А, это воздух. Воздух, кстати, пойдет. Ладно, давай вот так попробуем. Собрать вместе и всех спалить.
Надо снова вместе их собрать. И удар сверху. Хорошо, пошло. Допустим, огонь. Следующая область. Элитные противники с более опасной требуются фокусированной атаки. Окей. Криво, ну хильчурлов насрать. Ледяной щит. Вот ледяной щит это важно. Мы, наверное, ту же команду оставим. Да, на него сначала агримся. Все, его уронили, лупите все дружно. Огнем его маленько. Да. Красавцы. А, у него жизнь до сверху. Ладно. И удар. Палка. А, он еще и хилится. Кто хилит? Какой шлепок его хилит? Такое ощущение, что это они его хилят. Подожди, а как он хилится? Я что-то не понимаю. Ну, допустим. Блин, неправильно. Во. То есть надо было сначала мелких победить, чтобы у него жизни не останавливалось. Так, этого прошли. Третий, блин, еще так дофига. Я, наверное, завтра уже продолжу остатки добивать. Сегодня, наверное, хватит. Смотрим, что молиться я могу. Мне надо еще. Ладно, в принципе, давай попробуем один раз помолиться. Вдруг что выпадет. Нет, увы. Выпала хрень. Вот, прокачать могу. Чуть-чуть только. Чуть-чуть подкачиваем. Ой, я могу вызвать. Так, ладно, думаю, на сегодня достаточно. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Завтра будет продолжение. Добьем этот ивент, получим Дори, которая
Второй вот это, да. Так-то чуть-чуть осталось добивать. Ну да ладно. Всем пока.